Значит, вчера у нас была очень увлекательная беседа. Это было очень весело, но, мне кажется, сложилось впечатление, что стратегия Open Longevity – это позвать Данила Медведева и кричать, значит, на него, ну и какие-то споры устраивать неструктурированные. Все-таки у нас сформулированная стратегия есть, у нас, как у организации, которая организовала эту школу и много других проектов делает, у организации под названием Open Longevity. В чем же она заключается? Ну, во-первых, мы исходим из того, что, возможно, вы не правы в своей стратегии, о которой я расскажу чуть позже. Конечно, есть много людей, которые пытаются такую стратегию сформулировать, которые анализируют ситуацию, которые высказывают свое мнение. И мы для начала, конечно, предлагаем проверить их стратегии, существующие стратегии. Мы сделали сайт openlongevitystrategy.org, он на 2 языках. Мы надеемся, что туда придут не только русское комьюнити, но и международное. Нужно продвигать этот сайт. А на этом сайте можно включиться в аналитику чужих стратегий или предлагать свою стратегию. Тут есть несколько степеней включенности в этом проекте. Ну, номер 1 – некоторые варианты, как вы можете включиться в работу над стратегией победы над старением в мире. Первое – анализировать существующие стратегии. Мы сделали такую таблицу, перечислили те организации, крупные, мелкие, коммерческие, некоммерческие, у которых есть стратегия или, по идее, должна бы быть. И некоторые критерии мы сформулировали, по которым их можно оценивать. Можно просто в свободной форме оставлять свои комментарии. Конечно, мы могли пропустить какую-то организацию, можно добавить свою стратегию, вашу или ту организацию, которую вы знаете. Там есть форма на сайте для этого. Вариант номер 3. Предположим, из всех предложенных вариантов вам больше всего нравится наша стратегия Open Longevity, можно к ней присоединиться и ее улучшить. Она, конечно же, есть что улучшать всегда. 4-й вариант, может быть, вообще стратегия – это не ваша тема, просто присоединяйтесь к стратегии, в рамках стратегии есть определенные отдельные проекты, в соответствии с вашим временем, компетенцией и так далее, вы в него включаетесь просто. 5-е – спонсорство. Ну, понятно, у нас деньги – это источник жизни, везде можно просто в таком формате поучаствовать, помочь деньгами. 6-е – супер важная история. Вот, наверное, все задаются этим вопросом здесь, на школе, да и все всегда им задаются. А что лично мне с моим набором знаний, умений, ресурсами, с моими связями, с моими показателями биомаркеров, что мне делать конкретно сейчас, сегодня, что мне делать завтра, послезавтра и так далее. И мы должны научиться давать ответ на этот вопрос, мы должны уметь формулировать персональные стратегии. Там есть отдельная на этом сайте среда, где можно начать помогать нам решать эту задачу. В конце концов, неплохо было бы сделать какой-то алгоритм, сервис, куда ты просто задаешь свои данные простейшие, и тебе сервис выдает ответ на вопрос, как же выглядит твоя личная персональная стратегия. Там, сегодня ты пошел, сдал анализы, завтра ты пошел, включился в работу в тот проект или что-то еще. Ну и 7-е, может быть, вообще глобально что-то пропустили, можно предложить это. Вот так примерно выглядит следующий скролл на сайте. Просто по всем этим пунктам там будет везде кнопка «Присоединиться», «Включиться». Где-то это таблица, где-то это опросник и так далее. Ну, то есть мы считаем, что стратегия, в принципе, должна быть набором инструкций, средой для совместной работы. И иначе это просто перечисление каких-то пожеланий наших. Если мы хотим, чтобы люди реально работали, нужно превращать это все в среду для работы. Значит, это был сайт Open Longevity Strategy. Там все довольно, может быть, запутанно кому-то. Мы пытались упростить задачу, и вы можете, в зависимости от того, к какой категории вы себя относите, все-таки получить подсказки, куда же себя применить, в какое из этих направлений. Это все было на Open Longevity Strategy, где мы работаем над всеми стратегиями в мире. Мы пытаемся охватить такую большую историю, как все стратегии. Если мы возвращаемся к этой схеме, я думаю, что Михаил вам показывал ее уже не раз. Собственно, что же мы хотим создать, что же это за стратегия? Вот мы с вами сегодня, прекрасное будущее завтра, когда у нас есть терапия старения, мы должны просто проложить этот маршрут. Мы должны понимать, какие события на каком этапе должны возникнуть. Например, конечно, клинические исследования терапии старения, которыми мы все должны пользоваться в какой-то момент, они должны произойти. Очень много мы слышали о доказательной медицине на этой школе. И, конечно, вы понимаете, что если что-то продается в аптеке, если вы уже можете этим пользоваться, оно должно этот этап пройти. Соответственно, скорее всего, это событие там развернется ближе к концу прекрасному. Диагностика старения должна помочь, ее развитие должно помочь клиническим исследованиям.
Что это такое? Если кто-то еще не понял, я думаю, что тут многие уже в курсе. Набор маркеров, каких-то косвенных маркеров, по которым можно понять, работает терапия или нет. Ну, если мы говорим в рамках клинических исследований, что это такое. Потому что если мы хотим при своей жизни успеть провести не одно клиническое исследование, а сотни тысяч разных клинических исследований, потому что мы же должны еще применить потом, успеть применить это все на себе, эта волна клинических исследований, она должна произойти как-то побыстрее. Мы не можем ждать годами, пока люди будут проверять терапию. Поэтому вот этот набор маркеров, при помощи которых будут проводиться клинические исследования, наука уже сейчас активно их разрабатывает, есть много вариантов. Это такой сейчас хайповый, очень важный момент, над которым множество ученых думают. Диагностика старения. То есть она тоже должна обязательно в какой-то момент произойти. Я просто привожу примеры того, что должно произойти между сегодня и прекрасным будущим. И, разумеется, это супер упрощенная схема. Конечно, мы можем посмотреть, что там вообще есть множество альтернативных путей. Альтернативных путей можно их разделить по hallmarks of aging, да? Кто-то может по сторону митохондрий пойти и считать, что нас там, именно в этом направлении нас ждет таблетка от старости, ну, таблетка очень условно. Или какие-то еще другие направления. Разумеется, ну, скорее всего, hallmarks of aging, этих путей старения, их даже больше, чем открыто сейчас, скорее всего, будет больше. Можно просто подойти с другой стороны и сказать, я буду математические модели старения разрабатывать и по этому пути пойти. То есть мы уже сейчас понимаем, что на самом деле много альтернатив, и нам для того, чтобы выбрать их или как-то завязать еще эти сложные цепочки между собой, нам не хватает знаний сейчас. Вот сейчас, чтобы простроить нормальную стратегию, вот, которая примерно как-то так должна выглядеть, и то это попытка сделать ее в двухмерном виде. Скорее всего, она должна быть какая-то кликабельная, интерактивная, более сложная, потому что мы говорим об очень сложной информации. Пытаться ее так упростить, ну, понятно, это просто пример. И мы не можем пока ее сделать. Вот человечество, скорее всего, в принципе, пока не в состоянии ее сделать, потому что мы не располагаем всеми необходимыми знаниями в сфере науки. Ну, то есть мы просто не разобрались в биологии старения для того, чтобы нормально эту цепочку простроить. А даже в том, в чем разобрались, мы не описали нормально. Ну, то есть нету ни одного сайта, какого-то книги, какого-то ресурса, где всеобъемлюще бы сейчас уже описано было, что мы вот это мы знаем, вот это мы не знаем, вот тут компания уже что-то разрабатывает, вот тут дыра, и ничего нету. Нету аналитики какой-то доступной в этой сфере. То есть мы находимся в состоянии, когда нам нужно сделать план действий для себя, но мы пока еще не можем его сделать. Вот он нужен, но не можем. Что это значит? Мы же не можем стоять с вами на месте пока. И вообще, в принципе, упереться в эту сверхсложную задачу. Есть вообще шанс, что она нерешаемая. Ну, она настолько сложна, что, может быть, человеческий интеллект, в принципе, не в состоянии вот это все разрулить. А может быть, даже человеческая природа не в состоянии, потому что нам нужно будет еще договариваться друг с другом на каждом этапе. Может быть, мы с этим не справимся. Мы не должны останавливаться на этапе создания стратегии, только на ней заморачиваться и зацикливаться на ней. Собственно, в чем же наша стратегия Opal Longevity сейчас заключается? Помимо того, что приходите на сайты и анализируйте существующие стратегии. Это тоже один из нулевой пункт, шаг номер 0. В чем она заключается? Мы для себя решили, что пока мы находимся в состоянии неполных знаний, мы тем не менее должны двигаться, мы должны выбрать основные направления, которые, как нам кажется, помогут в развитии всех необходимых проектов. И мы сократили этот список до 4, вот тут 4 жирные стрелочки, это наши основные направления. Нам кажется, что если мы все наши проекты будем делать в рамках этих 4 основных жирных стрелочек, то это подтянет всю историю. Мы в результате этой работы и стратегию в результате сделаем, и в принципе не будем останавливаться в научно-техническом прогрессе, а только все будем ускорять. Что это за основные направления? Во-первых, образование, доступное образование о старении. Есть в отдельных вузах, понятно, сейчас программы. И, как правило, речь идет об американских вузах, где очень дорого, и попробуйте что-то поступить. А вот так, чтобы ты зашел на YouTube, и у тебя была структурированная, доступная информация на разном уровне подачи материала, потому что мы говорим об образовании и для специалистов, тех, кто хочет повысить свой уровень, и для врачей, и для биологов, и для людей, которые просто хотят как-то получше разбираться в том, что им продают на рынке, то есть для пользователей, и для потенциальных инвесторов. То есть информация должна быть разной, ее должно быть много, и ее даже близко сейчас нет, и то, что есть, едва ли можно назвать доступным. И это все доступное образование о старении, оно приведет и специалистов, непосредственно ученых, и будет
будет бороться с лженаучностью, которая все еще есть в нашей индустрии. К сожалению, чем более образованные люди, тем сложнее им будет продать что-то неработающее, и мы перестанем забирать, эти неработающие штуки перестанут забирать ресурсы у нормальной науки. Все, кто захочет включиться в работу деньгами как спонсор, инвестор или как профессионал, хотя бы будут понимать, куда им свои ресурсы вкладывать. Образование, старение очень важно. И, кстати, есть еще маленький нюанс. Образовательные программы, когда ты их создаешь, это тоже генерирует некоторые знания. Ну, понятно, речь не идет о мокрой биологии, о реальной науке лаборатории, но в плане сухой науки, в плане аналитики, когда ты готовишь какую-то лекцию, конечно, всегда это тебя стимулирует немножко структурировать информацию. Поэтому небольшой вклад, просто наличие образовательных программ даже в генерацию новых знаний вносит. А второе – это онлайн-исследовательский институт, второе основное направление. Изначально там не было написано онлайн. Мы, в принципе, считаем, что должен быть большой международный проект научный, ну, как адронный коллайдер, например. Потому что, понятно, если мы говорим об очень сложной научной задаче, какая-то разрозненность, неорганизованность и отсутствие большого проекта говорит нам о том, что мы просто течем по течению, и, в общем, когда мы притечем и куда, неизвестно, и при нашей ли жизни. Очевидно, что это должно быть, но мы сконцентрировались все-таки на онлайн-решении, ну, по крайней мере, в рамках этой стрелочки, просто потому, что не хочется скатываться к довольно распространенной истории, когда люди говорят, мы будем строить институт, и они реально строят дом. Большое здание, и на это уходит много ресурсов. Ну, то есть здание – это что у нас, мало зданий? Возможно, в какой-то момент нам придется физически построить этот институт, но уже сейчас мы можем не ждать какой-то стройки, уже сейчас люди просто могут общаться онлайн, и очень много специалистов находятся в отрыве друг от друга физически, и нам нужно создать эту среду совместной работы, и начинать здесь надо с совместной разработки баз данных. Тут уже можно начать, вот буквально завтра, можно сегодня уже начать это делать, и не нужно для этого создавать какой-то институт, в классическом смысле. Понятно, что потом, если вся эта инфраструктура хорошо работает, то кто-то сидит в лаборатории в Китае, кто-то сидит в России и придумал дизайн эксперимента, мы просто информацию передали туда, и там провели эксперимент, ну и так далее. У нас есть точки на карте, где уже можно даже в таком полувиртуальном режиме работать. Ну и, конечно, мы от него именно ждем ответов на вопросы. Мы же от науки ждем ответа на вопросы, что же будет продлевать нам жизнь. Диагностика старения, синенькая стрелочка, это тоже очень важное направление. Многие говорят о том, что, в принципе, когда мы говорим, вот как нам победить старение, так все сложно, денег нет, никто там нас не знает, ничего такого. И первый ответ на вопрос, а что же вы так плохо популяризируете свою всю эту историю? Давайте расскажем тем, давайте расскажем этим. И популяризация – это, конечно, прекрасно и классно, если она будет происходить. Но мне кажется, что популяризация через предоставление доступной услуги, она вообще дальше уедет. Ну, то есть люди, которые вообще никак не относятся ничего не знают про продление жизни, может быть, даже против него, они все равно пойдут и сдадут диагностику старения, если им интересно свое здоровье. Ну, конечно, не все, но многие. И это та воронка, через которую люди будут к нам попадать. И вообще совершенно на другом уровне эта вовлеченность происходит. Одно дело, ты прочитал какое-то видео, и там заинтересовал тебя этот мультик или нет, а другое дело, когда ты пошел, кровь свою сдал, деньги заплатил. Это совсем другая степень вовлеченности. Ну, то есть это еще и популяризация тоже, но как побочный эффект, в первую очередь, решив вопрос с диагностикой старения, мы, конечно, ускоряем клинические исследования. Когда много людей будут сдавать данные в рамках диагностики старения, мы генерируем эти необходимые данные, они потом отправляются в наш онлайн-институт. То есть это и вовлеченность людей в том числе. Ну и город продления жизни – это то, где мы сейчас с вами в каком-то смысле находимся. То есть все эти штуки, они были достаточно виртуальными, но мы все понимаем, что физическое нахождение вблизи друг друга, когда ты с единомышленником общаешься вживую, это, конечно, ускоряет процесс. Мы хотим ускорения, мы хотим поскорее все сделать. И город продления жизни – это и ускорение работы, и ускорение учебы. Вы мотивируете друг друга учиться, вы мотивируете друг друга соблюдать здоровый образ жизни, и на зарядку пойти, и салат съесть вместо какой-то ерунды. Ну, рано или поздно мы просто к этому придем. Это, может быть, звучит как-то немножко по-сумасшедшему, там какой-то город продления жизни, но
история человечества показывает, что такие кейсы есть уже. Ну, то есть Silicon Valley, она реально уже физически существует. Людям было удобно вместе находиться и работать там. Или в Детройте был город, ну, то есть Детройт, конечно, есть, но индустрия звукозаписи в какой-то момент собрала там очень большое количество людей, где просто люди по городу ходили и играли на музыкальных инструментах. Иногда это срабатывает вот так. И нам кажется, что и наша идея тоже в какой-то момент соберет физически людей в каком-то месте, может быть, там в 2-3 точках в мире. Просто мы можем это ускорить. Почему и нет? Вот это 4 направления основных, и в рамках них есть конкретные проекты. То есть что мы делаем? Мы не просто говорим о том, что надо бы делать эти 4 штуки. Например, на вот образование розовый кружок, вот там вот эти черные точки — это проекты, наверное, вам плохо видно, на сайте можно рассмотреть поближе. Значит, черная точка в образовании, 100 часов лекций на YouTube. Ну, то есть это проекты, конкретный проект в рамках этого направления. 100, 1000, да, 1000 часов. Мы пытались прикинуть, сколько же нам надо, но, в общем, на пересечении прикольно, конечно, смотреть, что же находится на пересечении. Вот город продления жизни и доступное образование старения — это вот мы с вами сейчас, школа долголетия. Или, ну, в онлайн-исследовательском институте есть свои научные задачи, а на пересечении всех 4 кружков находится как раз пациентская организация, которая проводит клинические исследования по собственной инициативе и за собственный счет. Вот это прям все 4 кружка как-то занимает в одном месте. Поэтому мы так долго были сконцентрированы именно на таком проекте и считали это основным фокусом, но сейчас мы просто имеем его в виду как один из пунктов. Это примеры проектов, которые можно на сайте Open Longevity посмотреть. У нас их больше. Это те проекты в рамках этих 4 кружков. Можете на них зайти. Например, мы делаем базу данных генов. Сейчас мы расставляем их в эволюционном порядке. Можно включиться в эту работу. Уже есть инструкция, созданная руководителем этого направления, как искать гены. У нас аналитики некоторые заполняют эту всю историю. И сайт есть отдельная база данных. То есть вот такой проект, его включиться уже сейчас физически можно. Это и есть онлайн-исследовательский институт. А с другой стороны, мы можем по-другому совершенно работать в рамках исследовательского института, потому что нам нужно исследовать не только биологию все-таки, но и, например, компании, которые сейчас на рынке есть, как они устроены, что там с экономикой, что там с финансами, откуда, в принципе, деньги обычно приходят в нашу индустрию. Мы должны все это понимать, чтобы побольше их привлечь. И вот Дора Батаева пишет такие аналитические обзоры сейчас. Это вот четвертый пункт. Ну, школа долголетия, 3-й пункт, и диагностика старения. То есть у нас это все сводится до конкретных пунктов. Вы можете зайти в Trello доску в мою, присоединиться к работе там или там в Google документ какой-то. То есть вот 4 проекта. Они ускоряют друг друга. Почему нам они еще нравятся? Они друг другу тоже приносят свои ресурсы. Вот все, что нам нужно. Доступное образование дает новых жителей для города продления жизни, новых пользователей для диагностики старения. Диагностика старения генерирует данные для анализа для онлайн-исследовательского института. Понятно, что институт вообще для всего все создает, в принципе, новые знания. Как диагностировать, о чем учить и какие терапии, всякие разные другие услуги будут в этом городе продления жизни и так далее. Город мотивирует к работе по всем этим направлениям. В общем, довольно самодостаточная система, и она едет. Вот мы, на самом деле, в течение последних пару лет мы ровно по такому принципу и движемся, и действительно видим, как это все помогает друг другу. Но, конечно, если есть возможность помочь деньгами, каждый раз это ускоряет проекты, что и говорить. Можно отдельно проговорить, какие нужны суммы на какой проект. Ну, не знаю, вернуться к этому пункту или нет. Вот, типа 1000 часов лекций на YouTube. Мы понимаем, что, наверное, около 100 тысяч стоит хорошая лекция, потому что нужно и подготовить контент, и потом запись делать, чтобы это все было качественно. Или, например, для онлайн-исследовательского института, вот для той базы данных, где мы гены собираем, сейчас аналитики нам считают 10 генов за 20 тысяч рублей. Соответственно, если мы хотим 100 генов добавить в базу данных, а там нужно несколько сотен собрать, 100 генов — это 200 тысяч. Можно по этим суммам всем пройтись, но, опять же, в целом оно едет и как-то и само. Можно ускорять, конечно, процесс. Вы можете зайти на сайт OpenLongevity.org, там в конце страницы есть такая голосовалка, и там же прикручены комментарии, вы можете проголосовать и сказать вообще, что вы по этому поводу думаете, прокомментировать отдельные какие-то пункты, если вы с чем-то не согласны, предложить свое.
Собственно, вот это и есть наша стратегия — сконцентрироваться на 4 основных направлениях, работать только в рамках этих 4 направлений, а прекрасный, длинный, сложный roadmap, он, скорее всего, появится по ходу дела. Все, спасибо. Ну, не знаю, какие вопросы. Да, конечно. Для этого нам нужно создать этот образовательный курс с доступным образованием, рассчитанный как раз на врачей, потому что, ну, понятно, вы много чего знаете, вам не надо с АЗОВ рассказывать. Сейчас из того, что мы предлагаем врачам, ты можешь действительно, ну да, поехать на существующие школы, помочь разрабатывать образовательные программы, но ты не совсем это хочешь, но пока вот для врачей курса нету, и мы его хотим сделать тоже. Такой ответ, к сожалению. Но как врач зато ты можешь нам дать о себе знать и сказать, что, ребята, я за вас, я в теме, чем можно помочь, и тогда мы просто будем иметь тебя в виду как человека, с которым мы будем сотрудничать, когда будем проводить клинические исследования. Это большое у нас направление, и врачи, конечно, в нем должны участвовать. Мне кажется, врачи вообще самые ключевые игроки вот именно для реализации всех планов вот здесь, потому что Да. С одной стороны, мы можем привлекать биологов, да, которые легки на подъем и которые готовы идеи накидать и еще что-то, а именно кооперация с врачами является ключевым фактором, который как бы позволит это все, ну, хоть куда-то двигать за границы вот такого вот рутинного размышления. И поэтому тут врачебное сообщество является самым критическим, потому что оно, с одной стороны, костное еще, то есть оно не готово к переменам. И вот и инфлюенсеры среди врачей, кто понимает, что надо, есть пути перестройки медицины именно на рельсы борьбы со старением, это самые золотые люди вообще во всей этой истории. Да, во-первых, дайте нам о себе знать. Да, и да. вот здесь на Apologeti Strategy там есть вот 3-й пункт, это «Я врач». Мы там поподробнее расписали, что делать врачу. Да, я могу на сайт, наверное, перейти, но не буду вдаваться в подробности, это я, в принципе, ответила. Ну, я пока, наверное, не буду комментировать. Да, он есть. Вот лично я в него не смотрела, но поэтому пока не берусь говорить, но как-то мы с ними вот никак не пересекаемся набором лекторов. А? Я у них один раз преподавал. Преподавал? А, вот пересекаемся. Расскажи. Ну, я могу только антирекламу дать вместо лет. Ну вот, да, уже... Вот это и ответ. Еще вопросы? Нет? Все совсем согласны? Или вы будете голосовать, что ничего не понятно на сайте? Окей, хорошо. Ну, собственно, в 7 вечера, я надеюсь, Данила все-таки нам расскажет свою стратегию. Он обещал, что это займет минимум 5 часов. Еще я буду рассказывать про алгоритм. Да, и ты сейчас будешь рассказывать после меня про алгоритм, конечно, да. Но сравним. Собственно, наша стратегия, она вот такая, у Данила там будет другая. Если мы выживем, то мы еще их и сравним. Надеюсь, мы выживем. Ну все. Спасибо.